Всем привет! В этом видео я покажу вам свои парфюмы, которые объединяют два главных момента. Первое, они все сладкие или очень сладкие. И второе, они нравятся мужчинам. Это моя личная выборка среди тех мужчин, кого я знаю. Это мои друзья, знакомые, члены моей семьи, просто мужчины из моего окружения. Либо это незнакомые мне мужчины, которые обязательно спрашивали у меня, что это у вас за духи в аэропортах, где-то по дороге, какие-то случайные знакомые. И некоторые даже спрашивали название, чтобы купить своей жене. Был такой случай в моей жизни. Поэтому давайте все смотреть. Первый парфюм — это самый сладкий парфюм в моей коллекции. Называется он La Belle Le Parfum от бренда Jean Paul Gaultier. У меня версия Eau de Parfum Intense. Это у нас с вами ванильное такое грушевое варенье, немножко с миндалем. Очень сладкий аромат. Очень такой приторный, плотный, густой. Тут еще Intense. У него такая очень красивая, кстати, значит, вот упаковка. Сам флакон очень такой. Вот он, видите, это если вы, например, сбрасываете вес, можно поставить себе на холодильник в качестве мотивации. Аромат такой, знаете, вот когда вы готовы на вот этот вот перебор, то есть вы знаете, что да, это все такое, как говорится, too much, то есть слишком, но у него очень много фланкеров, стоимость примерно, где-то 11-12 тысяч. Я этот аромат люблю, пользуюсь им не часто, так сказать, редко, но метко. Следующий парфюм, о котором уже много сказано и рассказано на моем канале, да и у других блогеров тоже, это Laurent Mazzoni Sensual Orchid. Почти он у меня закончился. Это тоже сладкий такой белоцветочный, орхидейный, пудровый аромат. Бесподобный. Я не могу найти ему альтернативу, потому что вариант от бренда Mancera мне не очень нравится. Очень красивый аромат, очень женственный. Он всегда вызывает вопросы. Кстати, именно вот с этим парфюмом у меня была история, когда мужчина в аэропорту спросил меня, что у вас за парфюм бесподобный, где купить. Я говорю, вот так вот называется. Он все никак не мог записать. В итоге мы смотрели вместе на фрагрантике. Он плохо говорил по-английски. Вот. И, в общем, он понял, что за парфюм, был совершенно в дичайшем восторге. Сказал, что вот, наконец-то я куплю жене. Надеюсь, он купил ее и порадовал. Великолепный парфюм. Постоянно у меня, если в такси я езжу, мужчины спрашивают, что, девушка, что у вас за парфюм? Бывало, что и просто меня интересовались друзья, знакомые. Этот парфюм нравится. Вот он нравится противоположному полу. Я могу сказать, что в моем окружении этот парфюм нравится. Поэтому, когда он закончится, я куплю себе еще один. Еще один аромат, который не так давно появился в моей коллекции, называется Epia. Это игра слов под названием груша, да, и появиться, то есть пиа по-английски, пиа это по-английски груша, от бренда Hermetica, Париж, у меня 50 мл. Я чувствую его, наверное, как немножко такой аромат такого, знаете, шампуня вот детского, плюс фрукты. Немножко он такой пудровый, с ним есть какой нюанс. Он в начале, когда его наносишь, он немножко мылит, собственно, вот этот вот эффект шампуня. Так вот, когда вот этот немножко мыльный эффект вначале проходит, он проходит достаточно быстро, минут за 10. Дальше он усаживается тоже таким немножко пряным, с зеленым яблоком и грушей ароматом. Очень нежный, очень нейтральный, особенно если вы небольшой любитель ниши, попробуйте этот аромат. В принципе, сам бренд тоже неплохой, у них есть версии и 50 мл, и 100 мл. Тоже цена примерно до 12 тысяч рублей. Очень приятный, миленький аромат. Если вы любите сладенькое, такое фруктовое, с пудрой, то вот это аромат, который называется Epia. Еще один аромат, который у меня пока только в нескольких пробниках, но он уже просто вот завоевал сердца противоположного пола. Называется он Unknown Pleasures от американского нишевого дома Kerosene. Этот парфюм, он, знаете, на что похож? Он похож на Acro Bake и Lyra. То есть это лимонное такое пирожное с ванилью. Но здесь есть существенное отличие. Многие говорят, что они здесь чувствуют бергамот, что-то такое вот чайное. Есть еще одна ассоциация. Это вот бельгийские вафли. Знаете, такие продаются круглые, плоские, с карамелью. Вот, то есть вот эта горечь небольшая, она в них присутствует. Иногда он раскрывается вот этими вот вафлями, как десертом, а иногда вот такая какая-то горечь чайная. Это очень красивый, очень аккуратно, я бы сказала,
сложно собранный, да, аромат. Сложно, потому что он не скатывается в супер гурманику. Но, тем не менее, он сладкий. Он сладкий вот с этой горчинкой. Если вы любите открывать для себя что-то новое, если вы любите нишу, то вот, это такой аромат, который гремел, в общем-то, примерно год или полтора назад на американском парфюмерном ютубе, да и в целом бренд тоже достаточно был популярен, он и сейчас такой. Очень бренд такой атмосферный, интересный. В общем-то, этот аромат, это такая гурманская ниша с горчинкой, тоже совершенно шикарная, обращает на себя внимание. В общем, этот аромат такой средний сладкий, и он с хорошим таким шлейфом. Спрашивали у меня достаточно часто, что такое вкусненькое, причем некоторые вот мужчины у меня спрашивали о себе. То есть, в общем-то, он одновременно и сладкий, но и как унисекс может, наверное, считаться, потому что в нем нет какой-то такой, знаете, суперфеминности, то есть он универсальный. Еще один аромат, о котором тоже я довольно часто рассказывала, один из моих любимых сладких ароматов, это BDK Pas Soir. Вот он, этот аромат особенно любим моими знакомыми, потому что когда я его купила, постоянно я приходила, у меня спрашивали, что это. Это айвовое такое варенье, пряный, фруктово, такой немного амброво-мускусный аромат. Очень красиво он раскрывается, очень сладко, очень приторно. Если вы любите La Vie est Belle, но вам она кажется немножко такой однообразной, монотонной, то попробуйте Pas Soir. Я знаю, что он много где продается в отливантах, в пробниках. И как я и рассказывала, этот парфюм я как-то наносила вместе с баккарой. Да, именно вот он и баккара. Так, она нет под рукой сейчас. Значит, вот он и баккара вместе просто термоядерное сочетание. Если вы в лагере любителей баккары, попробуйте. У меня есть отдельное видео, я укажу. Там как раз я разные показываю комбинации. Вот этот парфюм. Ой. Сколько раз я слышала комментарий: боже, опять этот вкусненький аромат, наконец-то. И это было всегда в позитивном каком-то контексте. С ним главное не перестараться, потому что он достаточно плотный, у него хороший плотный такой тягучий шлейф, поэтому будьте внимательны. Еще один аромат, тоже о нем я вам рассказывала. Как-то я сидела тоже на улице, мужчина подошел ко мне знакомиться, сказал, что, боже, девушка, какой у вас аромат. Такая же история у меня еще один раз тоже была, причем это было в поликлинике. Я считаю, что это двойной успех. Вот, поликлиника — это не то место, где хотелось бы, конечно же, ознакомиться, но ладно. Значит, этот аромат называется Honoré Delight от бренда Ex Nihilo, совершенно шикарный. Это аромат с нероли, ирисом, ванилью и мускусом, очень нежный, очень девчачий. Это такой аромат, в котором в большей степени чувствуешь нероли и ирис. То есть такой горьковато-апельсиново-ирисовый аромат, сладенький. Он кремовый, нежный, у него шикарная стойкость. Ну, по крайней мере, на мне он достаточно долго держится. Очень красивый, такой уходовый, такой вот остается оттенок на коже, да, не оттенок, да, такой шлейф. Очень женственно, очень нежно. Или, например, если вы надеваете белую рубашку, там как-то, да, у вас аккуратно волосы сделаны, какой-то такой минималистичный совершенно образ. Очень нежно, очень красиво. У Ex Nihilo действительно есть красивые ароматы, и хиты, и не хиты, но Honoré Delight тоже один из моих самых любимых ароматов. И последний аромат – это аромат Devotion от Dolce Gabbana. Думаю, многие из вас его знают. Он у нас представлен на полках. Есть он и в мини-версиях. Если вам нравится Devotion, то вам нравится Devotion. Вот, потому что это такой ромово-ванильный кекс с пропиткой из лимонной цедры. Периодически я здесь чувствую какую-то карамель жженую, сахар. Аромат, как я в одном из своих видео рассказывала, он такой очень, я бы сказала, веселый и атмосферный. Этот аромат, он прям такой вот женственная женщина такая, да? И я обратила внимание, что на этот аромат больше всего реагируют кто? Такие максимально брутальные мужчины, то есть которые такие, знаете, суровые ребята в спортзале или где-то еще, такие прям, знаете, не подступиться. А вот, реагируют на это
Просто этот аромат действительно неплохой, у него хорошие технические характеристики, да и в целом Dolce Gabbana делает весьма достойный аромат. Вот такая вот подборка у меня получилась. Эти парфюмы, они действительно вызывают реакцию, они действительно обращают на себя внимание, они для тех женщин, которые не стесняются, не боятся носить сладкие духи. Я думаю, что у каждой из вас есть какие-то свои фавориты. У Guerlain много сладких ароматов, если мы говорим про ванильный. Тот же там Miss Dior, например. Ну а про нишу, что там говорить? Там ежедневно появляется огромное количество брендов, выбор просто колоссальный. Один из таких брендов, который специализируется прям вот на очень сладких ароматах, и таких больше гурманских, это Theodoros Colatinis. Если я неправильно произнесла его имя, я уверена, что меня обязательно поправят в комментариях, да. Так вот, у него очень много парфюмов, которые вот прям вот крем-брюле, значит, грушевое варенье, какие-то вот прямо вот там сахар и так далее. Я не пробовала ароматы. Если вы пробовали, обязательно поделитесь, вообще стоит на это тратиться или нет, потому что они, по-моему, напрямую у нас не продаются, то есть это нужно как-то искать, какой-то квест проходить, да. Но в целом звучит достаточно интересно, вот насколько его ароматы хороши или нет. На этом у меня все. Я вас благодарю за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал на Яндекс.Дзене. Да, придется вас теперь туда переманивать. И я буду очень рада, если вы напишите какой-нибудь комментарий о том, что вы думаете про эти парфюмы.